читая комментарии, я все равно натыкаюсь на те, которые советуют мне писать сценарий. Пиши сценарий, пиши сценарий, пиши сценарий. Что ж, можете меня поздравить, я наконец написал сценарий для этого видео. Но не для оценки всех песен. Ну а если вы еще здесь, то добро пожаловать на разбор всех версий мода Friday Night Funkin' vs Imposter. Вообще, я хотел опять просто комментировать все песни версии 4, но благодаря этому комментарию, за что я ему очень благодарен, я понял, что будет интереснее узнать про то, как образовался этот мод и как он менялся. Хочу сказать, что оценки я буду давать только песням из версии 4. А для остальных версий я просто буду пробегаться, чтобы не затягивать с видео. Что ж, давайте наконец приступим к первой версии. 25 апреля 2021 года выходит мод под названием Friday Night Funkin' vs Imposter. И обретает хайп. Для того времени это считалось необычным, сражаться против Амогуса казалось очень даже интересным. Но сейчас, конечно, как каким-то недоразумением я назвать его не могу. Героев убивают за кадром, диалоги сделаны ради того, чтобы они были. Логичной концовки нету, да и сам визуал ничем не блистал. По самим песням, они для своего времени кажутся неплохими, но всего их две – Сусус Могус и Acting Sass. И в конце каждой песни производится этот звук, советую его запомнить, если собираетесь досмотреть видео до конца. Еще слегка изменили менюшку, но не то чтобы сказать прям вау. По итогам, хоть мод и уступает какому-нибудь Уитти, но все же он был замечен, и Клоуфу и Лого знали, что надо делать продолжение. 22 мая 2021 года выходит на свет вторая версия. И, сказать честно, я был удивлен, читая дату выпуска версий. Чуть меньше месяца проходит, как уже обновление выходит. Но какие изменения все-таки коснулись мода? Во-первых, был улучшен визуал. Красный приобрел оригинальный стиль и даже характер. Он стал выдавать себя за члена экипажа. Правда, не так уж и хорошо. Задний фон потерпел улучшение, и наконец-то, героев не убивают за кадром, а прямо перед нами, производя анимации. Для того времени это считалось весьма похвальным. Также сделали прикольные призрачные спрайты BF и GF, чтобы объяснить, как бойфренду удается петь мертвым, и улучшили меню. Но есть и минусы. Когда на задний план выходят остальные игроки, они изображены просто статичной картинкой, то есть никак не двигаются или даже не дергаются. Это выглядит весьма странно. Ну и главный минус – диалоги. Они настолько идиотские, я в ужасе. Вот, например, «Хей, ты импостер!» «Я не импостер!» «У тебя есть нож!» И начинается рэп-баттл. То есть они начинают просто петь на ровном месте, зная, кто убийца, который может представлять высокую угрозу. В первой версии диалоги были, но не такие уж и сратые по сравнению с версией второй. Ну и логичной концовки здесь также нет, как и в версии первой. Что по поводу самих песен? Сусус Могус обновился и стал более приятно слушаться. Но удалили навсегда Acting Sass, заменив его на две новые – Sabotage и Meltdown. И получилось довольно круто. Обе эти песни довольно хороши, но если подумать, стал бы Acting Sass шедевром, если бы его решили оставить. Скорее всего, мы это никогда не узнаем. 28 августа 2021 года довольно быстро выходит третья версия. Скорее всего, та версия, с которой я познакомился с импостерами. Давайте обсудим изменения. Меню встречает нас с двумя импостерами. Красного мы знаем, но еще появился тот, который присутствовал в прошлой версии как фоновый персонаж. Неделя первая, и я был удивлен тем, что фон почти не изменился. Но зато анимации стали лучше, и персонажи на заднем фоне начали, так скажем, дергаться. Спрайты слегка были улучшены, но песни не подверглись никакими изменениями, а жаль. Теперь можно сказать, что красный слегка туповат, но все-таки ему удается выполнять свою работу. Итак, мод обзавелся пополнением в виде 3 недель. Вторая неделя знакомит нас с зеленым, который выдает себя за член экипажа. Лучше, чем красный, но все равно ему приходится раскрыть себя. Причем буквально.
Характер его вполне схож с красным, но зеленый слегка выполняет свою работу хуже, так как не смог убить наших героев. Что по фону, то неплохой. Повидали аж 3 задника. Довольно похвально. Дизайн зеленого ничем не отличается от красного, только вместо пистолета он держит нож. Но его паразитическая форма выглядит очень брутально. Что по песням, то первые 3 представляют собой ремиксы песен красного. Это Susus Togus, Lights Down и Reactor. И что сказать, первая и третья неплохие, но от второй я был без ума. Ну и конечно же Ejected, песня, которая приобрела огромный хайп. Зеленым все. Теперь 3-я неделя Тумогуса и, сказать честно, худшая неделя мода. Вопрос почему? Ответ — скучные песни. Я даже скажу ужасные песни. Первая — Сасибаси. Поначалу неплохо, но под середину хочется выключить ее. Вторая — Rivals. Ну и это ужас, никчемный инструментал и партии. Ну и конечно же, 3-я песня Shipmate. Худшая и скучная песня всего мода, это точно. Ладно, пиксельный визуал неплохой. Сюжет весьма интересный, узнать, что будет, если БФ станет предателем. Дизайн Тумогуса мне не очень, что в мехе, что без. Спрайты злого бойфренда довольно смешные, задник пойдет. 3-я неделя довольно слаба в плане OST, но у нее присутствуют интересные фишки. Ну и 4-я неделя. 3 вопросительных знака. Представляет она собой одну песню и одного оппонента, черного импостера. Про него ничего не известно, мы лишь знаем то, что он предатель. Дизайн весьма хорош. Задника, правда, практически нету. И песня Defeat, которая хороша, и скорее всего благодаря ей мод приобрел еще большую популярность. В целом обновление вышло годным. Да даже сейчас он смотрится довольно неплохо. Есть недочеты, но не такие уж и большие. Ну а мы идем дальше. И вот наконец-то, 10 октября 2021 года выходит всеми долгожданный мод Friday Night Funkin' Logos Halloween. И что он из себя представляет? Измененный арт-стиль довольно выделяет этот мод от предыдущих версий. Но неделя всего одна. И состоит из 2 песен. Возвращаемся к первой версии, да? Что по песням? То первая представляет собой рождественский кавер, а вторая не совсем уверен, но скорее всего она является тоже кавером. Но по сути песни не такие уж и хорошие, я бы сказал ниже среднего. Диалогов нет, меню слегка изменили, но задний фон побольше рассказал о зеленом и красном. В целом неплохо, но где же все-таки версия 4? 31 октября 2022 года. Все в предвкушении, сидят и смотрят монитор, чтобы увидеть только что вышедший мод на Friday Night Funkin' Logos Halloween DX. Прошло чуть больше года, и разработчики вместо 4-й версии выпускают обновление на не очень-то и популярный мод. Изменения лишь в песнях. Они их ремикснули и сделали лучше. То есть они довольно неплохие. Также добавили песню с Гриншем, и она ужасная. Единственное, что меня умильнуло, это Лайня Клоуфо. А так, обновление ничего больше не преподносит. И вот, 2 января 2023 года выходит та самая версия, которую все так долго ждали. Friday Night Funkin' vs. Imposter. Версия 4. Наконец-то, здесь улучшили практически все. Давайте начнем с лобби. Меню стало более приятно смотреться. Выбор недели сделан весьма оригинально и креативно. Выбор фриплейных песен просто шикарный. К каждой песне прикреплен арт. И даже косметический магазин завезли. Появилась валюта бобы, за которую можно обменять либо песню, либо костюм. А что изменилось в неделях? В первой катсцены стали разы лучше. Диалоги обзавелись неплохим юмором. Визуал также поднялся. Все спрайты сделаны очень хорошо, и другие игроки поменяли положение и начали смотреться очень интересно. Ну, наконец, неделя обзавелась логичной концовкой. Вторая неделя тоже поднялась на новый уровень.
Визуал стал в разы лучше, задники отличные, спрайты на высоте, особенно зеленый паразит. Изменения коснулись лишь фоновых персонажей и песни, но их мы оставим напоследок, скажем так, на самое сладкое. Неделя Тумогуса. Обзавелась улучшенным визуалом и слегка, вот прям слегка изменили песни. То есть они такие же ужасные. Добавили недели логу. И это та же неделя из DX версии, так что ничего интересного. Ну и конечно же, новые недели. Третья неделя, неделя желтого. Да, появляется новый персонаж. Желтый член экипажа. Милый, добрый, многодетный отец. Дизайн его очень хорош. Задний фон прикольный. Диалоги логичные и не тупые. Всего у него две песни, Mando и The Low. И в конце второй песни Желтого убивают. И проигрывается катсцена. О да! Новый персонаж, Белый Импостер, появляется со своей песней Overside. И это мой любимый персонаж. Хоть он и не бинарный, то есть он считает себя нечто средним, половину мужик, половину девушка. Но я буду обращаться к нему как к представителю мужского рода. Дизайн его просто великолепный. У него есть золотой микрофон, что показывает его богатость. Это выражение лица показывает его крутость. Эти его диалоги показывают его харизму. И этот его напарник показывает его ум. Вы сейчас спросите, разве ты считаешь его умным? Я отвечу да. Белый самый умный персонаж данного мода, так как он работает в команде не с каким-то лохом, а с черным импостером. Самым опасным, но почти персонажем. Кстати о нем. После опять всратой, но смешной катсцены он становится нашим противником в песне Danger. Происходит погоня вместе с рэп-баттлом. И сказать честно, дизайн черного почти никак не изменился. Но все-таки почти. Задник великолепен. А что насчет катсцен, то поначалу неплохо, но дальше они приобрели халтурность. Кому-то этот подход и не по душе, но меня смешат такие анимации. Что по неделе, дальше мы прибегаем обратно на корабль. И тут начинается песня, где мы сражаемся против лучшего дуэта мода. Белого и черного самозванца. Сама же песня носит название Double Kill. И... о да, какой же он крутой! После песни, скорее всего, черный нас убивает, и на этом неделя кончается. По итогу, неделя вначале довольно логично начинается, но после Danger не очень-то понятно, куда пропала ГФ, что стало с БФ, почему песня называется Double Kill. Вроде как говорят, что ГФ убил белый за кадром, а дальше бойфренда черный. Вроде звучит неплохо, но не проще было бы сделать, чтобы нам показали, как это происходит, или же чтобы Girlfriend дали бы тоже микрофон. Но нет, разработчики скорее всего из-за сроков не смогли довести до ума неделю. Но зато они завезли коллабу с Генри Стикманом в виде секретной недели. Ее открыть очень просто. Заходишь на неделю 3, нажимаешь курсором мыши на всем знакомый телепорт и бум! Неделя открыта. И здесь мы встречаем легенду детства, по крайней мере моего детства. Здесь также присутствует интерактивчик в виде 3 выборов. По классике. Носок неверный. Состояние тоже, но микрофон оказался правильным решением и запускается песня Titular. Фон неплохой, дизайн Генри великолепный, а вот его хроматика, скажем, терпима. Дальше Генри звонит Чарльз, вторая легенда детства, по крайней мере моего. И начинается песня Greatest Plan. Дизайн Чарльза тоже шикарный, но после звонка включается песня Reinforcements. Кошмар. В середине которой подключается Элли. Третья легенда детства, по крайней мере моего. Дизайн также не был испорчен, и голос очень приятный. I'll see you, Henry! Но после проигрывается катсцена, и я так понял, наших Стикманов убивают. И появляются 4 и 5 легенды детства, по крайней мере моего. Запускается песня Armed. Их дизайны также хороши, но после наши главный герой телепортируется обратно. В неделю первую?
Какое-то спорное завершение недели. Генри убили, а оказывается, что события третьей недели произошли до первой. В общем, неплохо, но оставляет много вопросов. Дальше четвертая неделя. Ну или же просто Defeat. Обновился спрайт черного довольно хорошо. Ну и конечно же, задний фон показывает то, какую угрозу способен представить этот импостер. Кстати, среди костей можно найти труп бойфренда, то есть теория, о которой я говорил в третьей неделе, может быть оправдана. Также на середине песни визуал приобретает стиль третьей версии. Хотя поначалу это не планировал сделать. После Defeat нам ничего не остается делать, как проходить недели тройной угрозы и J. Начнем, пожалуй, с буквы J. Встречает нас без диалогов или анимаций член экипажа Джордж Сафси. И дизайн его основан на мемной фотографии, и весьма неплохо. Малоизвестный факт, у него пол тоже не бинарный. Задник отличный, потом синего убивают и появляется Red Mongoose. Дизайн его милый, сам по себе персонаж достаточно умен, но все равно может облажаться. И вот, проигрывается моя любимая всратая катсцена. Why would you kill that person in front of me? Like, what the actual... bitch! Uh-oh, that can't be good. Ну это разве не прекрасно? Включается Watching Time, и дальше игра знакомит нас с еще двумя персонажами. Варшив, либо вояка, либо вождь, второй мне нравится больше. Один из моих любимых персонажей. Он настолько серьезный, что даже является романтиком, то есть тот, который не чувствует романтических влечений. Дизайн просто шикарный, и его голос просто великолепен. Также у вождя есть напарник, Джелкер. Просто прикольный мужик, дизайн отличный, голос тоже. Забавный факт, у Джелкера поначалу был розовый цвет кожи, но потом кто-то из художников, видимо, ошибся и случайно перекрасил его в белый. Его натуральный цвет можно увидеть в следующей катсцене. А вот и она. We are going to make Red Mongoose fly. Fuck. Прекрасно. Песня Turbulence. И красный Монгус превращается в паразита. Внешний вид супер, мне это даже на что-то напоминает. Задник сойдет, что еще там можно было сделать? В общем, красный проигрывает, а мы Victory. Поем мы почти со всеми, кого встретили в неделе. Что по заднику, то можно увидеть, что там есть персонаж из фриплей песни, и белый, это что, ты? Итак, неделя заканчивается на хорошей ноте. В целом отлично. Мне все понравилось, особенно персонажи. Какими же они классными получились. Дальше пятая неделя. Принадлежит Бордовому, новый предатель. Любит обзываться, рок-н-ролл, белого и довольно вспыльчивый. Встречает нас с песнями Ashes и Magmatic. Дизайн его на высоте, правда ему еще хотели приделать перчатки без пальцев. Но слава богу, разработчики решили отказаться от этой идеи. А в третьей песне Bowling Point бордовый в виде паразитов выглядит очень брутально. Задники сделали хорошо, а анимация хоть и одна, но качественная и смешная. Логическая концовка, как бы ее и нет, но скорее всего оба персонажа утонули в лаве. Неделя 6. Встречает нас катсцены, где рассказывают историю серенького Амогусика. Мы можем узнать, что у него был отец, и вместе с ним он любил выполнять задания. Но на одном голосовании, благодаря черному импостеру, его выкидывают, оставляя серенького одного. И как бы странно это ни звучало, но для игрока может появиться новый сын. А вот для сына новый отец навряд ли уже появится. Но к нему подходит тот самый черный импостер и решает усыновить его.
Это все было в прошлом. Сейчас мы переносимся в настоящее, где серый из добренького Амогусика превратился в предателя, который технически не может им стать. Дальше диалога практически нет, катсцен больше не будет. Всего 3 песни: Delusion, Blackout и Neurotic. Дизайн серого очень хорош, характер уже схож с черным. И на это интересно смотреть. Вообще, серого я считаю довольно интересным персонажем. Задник классный. Еще в Blackout должен был быть момент, где все убитые игроки были видны в виде призраков. Но из-за сроков не успели. Также по фону можно узнать, что импостеров тоже можно убивать. И можно догадаться, что это сделал либо черный, либо серый. Но неделя кончается, и скорее всего бойфренда тоже убивают. Это было мрачно и жутковато. Но мы переходим на неделю 7 к розовой Амогусихе. Я не знаю, как правильно. Она хочет найти друзей и встречает нас. Предлагая нам дружбу, мы соглашаемся и начинаем петь 2 песни: Heartbeat и Pink Wave. И я очень умильнулся, когда началась песня, но не об этом. Задник очень приятный, спецэффекты добавляют изюминку этой недели. Сама же розовая обладает очень добрым и милым характером. Дизайн просто очаровательный. Также у нее, наверное, самый красивый голос в моде. Но прикол в том, что она является дочерью, ну или, грубо говоря, питомцем, как и серый одного из игроков, который играет за предателей. И были случаи, когда ей приходилось убивать по важным причинам. Но да ладно, она уже совсем другая, и кроме как дружить с кем-то, ей больше ничего и не хочется. На переднем фоне мы можем увидеть разных игроков, так же как и на заднем плане. Это что, серый? Что за... Да, приходит черный и все руинит. Настало время для песни Pretender. И это очень интересно смотреть на схватку между членом экипажа, который хочет убивать, и между самозванцем, который против насилия. В итоге неизвестно, кто победил, так как неделя подошла к нелогичному концу. Сама по себе неделя очень классная и многособытийная, в отличие от 6-й. На этом все, сюжетные недели подошли к концу, настало время для фриплейных песен. Но я буду выделять только интересные, так как за некоторые я могу не допирать или они не нуждаются в объяснении. Саусес Могус. Сражаемся мы против шеф-повара Гея, шеф-Могуса. Дизайн забавный, на заднем плане мы можем увидеть серого и... Кто это, белый нацепил парик, что ли? Рум-код. Встречаем мы голубого члена экипажа по имени Powers с артом. Встретить таких игроков очень редко, но мы все равно могли его увидеть в Сусус Тогус и в Victory. А играем мы за Пика. Первое его появление, между прочим. Дизайн голубого очень хорош, а на Пика... непривычно смотреть, но тоже довольно неплохо. Тумогус Tuesday. Это по визуалу неплохо. Интересно узнать, как выглядела бы обычная неделя в классической рисовке. Ну и еще анимашка забавная. По таким песням как Oh, Who и DK останавливаться не буду. Просто скажу, что они следуют оригиналу. Insane Streamer. Как-то жутковато. Сам стример выглядит ужасно, да и фон какой-то странный. И да, я знаю, что эта песня основана на каком-то зарубежном стримере, о котором я ни разу не слышал. Сузус Нузус. Выполнена довольно неплохо, и я сразу узнал, что сделана песня в стилистике игры Earthbound. Супер. Esculent. Выглядит неплохо, а спрайт коричневого, которого мы видели в реакторе, но без очков, показался очень жутким, особенно поза, где он открывает рот. В Drippy Pop мне понравился дизайн бойфренда. Остальные же тоже неплохие, правда с Пика слегка схалтурили, взяв спрайты из стресса. Grooveside. Интересно погрузиться в сон одного из разработчиков. Дизайн Дэйва хороший, особенно когда проламывает стену. Monotone Attack. Сходка разработчиков. Конечно не всех, но да ладно. Дизайн их очень хороши, даже на заднем плане. Топ-10 и... Давайте перейдем к следующим. Чипин и Чипинг. Песня про реальных людей, я так понял. Дизайны неплохие, лишь задник хромает. Torture. Еще прибавляется Зиффи. Дизайн пойдет, само помещение тоже. Интересная песня, так как много композиторов писали всего пару партий. И это смотрится очень необычно и оригинально. Также добавили песни из первой версии, чтобы показать игроку, как зарождался мод. Никаких изменений нет.
Ну и последнее, Identity Crisis. Дизайн монотона в виде чумного доктора просто шикарный. Локации будут менять в зависимости, в кого превратится Амогус, но они не такие уж и интересные. У красного меняется только цвет комнаты, где Саймон говорит. У зеленого поинтереснее, карта слегка исказилась, и можно увидеть, как тысячеэтажное здание, если не больше, обрушилось. А у черного просто тьма. Ну ок. Идея с оборотнем получилась очень интересной, но с фоном только у зеленого получилось неплохо. На этом с версией 4 покончено. Этот мод заслуживает статус легенды, и я рад, что этот мод заставил меня снова вернуться в фандом. Да, у меня, конечно, были перерывы, связанные с этой игрой, и повторяюсь, песни версии 4 буду оценивать под самый конец. 1 апреля 2023 года. Выходит 5-я версия, которая является первоапрельской шуткой. Здесь ухудшили практически все. Визуал, песни, диалоги, анимаций вообще нету. Но все равно нашлись любопытные изменения. На неделе зеленого за место песни, где события происходят в реакторе, приходит красный и начинается подобие Double Trouble. В 3-й неделе за место белого в Overside поет злой желтый. Понимаете? Белый настолько крут, что он даже не появился в всратой первоапрельской версии. Ну еще могу выделить то, что в Boiling Point за место бордового выступает коричневый. И после всего стоит гадать, собирались ли это добавить в оригинал или нет. Добавили и дополнительные песни, Fresh, просто слегка измененный оригинал, только за место битбокса звуки из игры. Ну и конечно же, Lime. Песни его все хороши, дизайн классный, фон тоже. В общем, единственный нешуточный момент. 31 октября 2023 года выходит еще одно обновление на мод Logos Halloween, только уже DX+. И зачем столько стараний? Сделали прикольную менюшку, визуал улучшили, песни тоже. Но зачем? Неужели разрабы думали, что в это кто-то будет играть? Да, посмотрите на просмотры у КГ. В целом обновление добротное, но оно того стоило. 2 января 2024 года выходит обновление на первоапрельскую версию и вау, добавили нового персонажа. Буду называть его Салатовым. 2 новые песни, которые ужасные, но если не считать этот момент. Ну и он заменяет Лайма в неделе Лайма. Дизайн неплохой, но почему у него нет рта, если он предатель? В честь годовщины 4-й версии обновление пойдет, особенно арт. 25 апреля 2025 года выходит Friday Night Funkin' vs Imposter Legacy. Но всего лишь демо. Все кардинально изменилось. Меню, выбор недели, фриплей и были добавлены уровни сложности. Визуал великолепный. Новые БФ и ГФ выглядят очаровательно. Измененный дизайн красного и зеленого непривычные, но все же очень прикольный. Всего 1 неделя, и изменилось здесь все. Фаны неплохие. И в каждой песне происходят разные события, но это попозже. Названия песен остались такими же, но они были сильно изменены. Можно сказать, полностью переделаны, лишь со взятой основой. В принципе, эта переделка прямо освежила песни. Они не стали хуже и держатся примерно на уровне версии 4. И также была изменена хроматика красного. Он приобрел нормальный голос и очень соответствующий его характеру. А теперь про клипы. В Сусус Могус показывают, как зеленые убивают членов экипажа, пока красные отвлекают наших героев. Тем самым разработчики говорят нам то, что они уже знакомы. Так будет и показано в Meltdown. Также в первой песне есть момент со созвездиями. Не сказать, что прям вау, но все равно круто. Дальше катсцена, где красный хочет убить бойфренда, но его спасает оранжевый, который был убит зеленым. Дальше саботаж. И хочу отметить, что диалоги между песнями вообще убрали, заменив катсценами.
стало намного легче воспринимать сюжет, а в этой песне нам дают поиграть за детектива, которого мы видели в версии 4. Дизайн его очень классный, а голос великолепный. Дальше ГФ убивает, и начинается мелтдаун. И ура! Нам показывают, как игроки подходят к трупу ГФ. И это обыграно тем, что у Girlfriend выпала роль паникера. Вот это внимание к мелочам. А дальше происходит собрание, где Красный и БФ начинают объясняться черному детективу. Как все было у БФ, все понятно. Но Красный говорил, что парень убил свою девушку. Это смешно и классно, в плане того, что Красный так и остался тупым. Ну и конечно же, предатель облажался. Его выкидывают в лаву. Отличная неделя, поскорее бы дождаться Зеленого и Тумогуса. Надеюсь, что его песни станут в разы лучше. И стоп, подождите. Our first update will feature the fan favorite character, Green. Зеленый является любимчиком комьюнити? Интересно, почему и как? Ведь белый в разы лучше. А это неплохая идея к новому ролику. В общем, ждем обновления. Все. Я сравнил все версии импостеров и не только. Я могу сказать, что создатели смогли из никому не нужной фигни сделать конфетку. Я бы так сказал, если бы с первой версии мод не приобрел бы популярность. А так, отличный мод с интересной историей. Хоть на чувство ностальгии меня это путешествие и не вывело, но зато было очень любопытно изучить весь контент, связанный с этим модом. А теперь оценка песен из версии 4. Но хочу сообщить, что песни Лого и Альфа Могуса я оценивать не буду, так как я уже говорил свое мнение про эти песни. И еще раз повторяюсь, оценка песен будет комментироваться без сценария. Я хотел это сказать в прошлом видео, но я хочу, чтобы комментарии в сторону песни были живыми, как реакция. Надеюсь, все поняли. Но не волнуйтесь, я не буду задерживаться на тех песнях, которые не заслуживают особого внимания. Я не буду комментировать это. Это ужасно. Топ-10 является худшей песней. Безоговорочно. О боже, как это ужасно! Это кошмар! Это... Хроматика этого стримера просто ужасный. Инструментал никчемный. Одна из худших песен, это определенно. Надеюсь, со мной все согласятся. Как и ожидалось, песни Тумогуса будут стоять почти в самом низу. И... Что мне не нравится в Тумогус Tuesday? Она очень скучная. Это настолько скучно, я не знаю, что можно в пример привести, кроме топ-10. Ужасно, это ужасно. Shipmate, как и в третьей версии, так и в этой остается кошмаром. Тоже очень скучно. И инструментал, он ужасен. Все здесь ужасно. Я ненавижу Тумогуса. Простите меня, простите, пожалуйста. Rivals. Ну, да, изменили что-то с момента третьей версии, но не в лучшую сторону. Мне эта песня абсолютно не нравится. Это ужасно. Это... кошмар. Я еще раз, я буду повторяться. Мне не нравится Тумогус. Мне не нравятся его песни. Это ужас. Все, перейдем к следующей. Ура, дошли до мини-недели, так называемой. Это скучно. Чиппинг скучный. Ну, он все равно находится выше, чем Тумогус, так что не так уж и обидно. А так, ну, думаю, заслуженное место. Я знаю, со мной не все согласятся. Я знаю то, что у этой песни есть поклонники. Так же, как и у следующей. Да, Чиппинг находится вот прям чуть выше, чем Чиппинг. Да, мне не нравится эта неделя. Она наравне с Тумогусом. Но все-таки лучше, чем Тумогус, это точно. Единственное, в инструментале я могу выделить звук ринга. И все. Больше ничего здесь особенного нету. Оу. Поначалу можно разобрать хроматики двух амогусиков, но после я теряюсь в них. У них одинаковые хроматики. Если не смотреть клипом, а слушать просто OST, то не будет понятно, кто поет. Потому что у них у всех практически, вот прям практически одинаковая хроматика. Это тот самый случай с Пика-Пика Миксом. Ладно. Саси-Баси.
Лучшая песня недели Томогуса. Что сказать? Ну, пойдет, пойдет. То есть, это не настолько уж ужасно, как и Shipmate, либо там Rivals. Но все равно ниже среднего. Не мое, я ненавижу Томогуса. Еще раз повторяюсь, я ненавижу его песни. Простите меня опять. И да, скорее всего, я могу ошибаться, но вроде как настоящее название песни Суси-Буси. Ну, я привык так называть, извините. О2. Эта песня ни на что не претендовала. Ну, все-таки начало очень-очень заводное. А когда появляется Red Mongoose, то, ну, становится весьма жутковато. Ну, все равно песня короткая и делится на две части, которые очень сильно отличаются. Ну, все равно неплохо. Ладно, пойдет точнее. Фу. Смешная песня. Для меня она смешная. Но, чтобы ее слушать, нет, никогда. Прикольно, да, слова складываются с песней, это очень необычно слушать. Но все-таки не мое. Ну, в плане прослушивания, так она смешная. Torture. Как я уже говорил, очень непривычно слушать разные партии разных композиторов. Но все-таки они не такие уж и грандиозные. Скажем, эта песня граничит между хорошо и просто ниже среднего. Так, неплохо, ладно, неплохо, достаточно неплохо, но все равно не мое это. И да, я опять знаю то, что есть много поклонников у этой песни, оказывается, что я не очень согласен с этим. То же самое, наверное, с Фрэшем. Ну ладно, это другая история. Exculent. Вот мы и добрались до хороших песен. Что сказать? Начало жутковатое. Ну, потом превращается в какой-то экшен, и это довольно неплохо слушается. Хроматика коричневого необычная. Очень необычная по сравнению с другими амогусиками. Хорошо, но не так уж и сильно. Неожиданно титулар. Что мне не нравится? Точнее, я считаю ее хорошей песней. Да, она хороша, но не так сильно. Это, опять же, не мое. Она еще была у меня в плейлисте, но я ее удалил. Вообще, я считаю песни Генри Стикмана очень переоцененными. И, скорее всего, я единственный такой человек. Crusade. Довольно непонятная песня, потому что здесь есть все и одновременно ничего. Здесь есть интенсивность, какой-то мотив отличный прям. Но почему-то эта песня во мне ничего не вызывает. То есть я к ней ничего не чувствую почему-то. Очень интересно и необычно. Может быть, это из-за хроматики Дэйва, но все-таки... Я не знаю, я должен полюбить эту песню, но не получается. Очень интересно с моей стороны ее слушать. Reinforcements. Выговорил. Да, еще Генри. Что сказать? Первая часть по сравнению с титуларом, то есть, ну, ни о чем, не для меня. Когда появляется Элли, да, что-то... Она разбавляет обстановку, но не так уж и сильно, что песня поднялась настолько высоко. Да, простите, но тоже не мое. ИДК. Прикольненькая, простенькая песенка с простеньким визуалом. Ну, точнее, следующий своему оригиналу, конечно же. И хроматика бойфренда очаровательна. Монотон атак. Хорошая песня. Хроматики все можно различить, и они сами по себе довольно неплохие. Дуэты тоже хороши. Инструментал... Ну, инструментал пойдет. Дриппи поп. Поначалу эта песня мне показалась даже отличной, но сейчас, переслушая ее несколько раз, начало скучноватое. Скучноватое. То есть, оно все равно не такое уж и ужасное. А когда появляется Пика, то он делает свое дело и разбавляет обстановку. В общем, неплохо. То есть, хорошо. Мандо. Открою вам секрет, мне не очень нравятся песни Желтого Амогуса.
Не, они веселые, они классные, но это не мое. Прошу прощения, но это не мое. Инструментал приличный, хроматика желтенького, простенькая, ну, сравнимо там с красным либо зеленым. Неплохо, да, это хорошо, но не мое. Румкод. Почему-то эту песню ненавидят, считают одной из самых худшей, а я вот считаю ее очень даже человой и классной. Очень не понимаю я сообщество, почему они так относятся к этой песне. Ну, ладно, ладно. Прости, желтый, но ты в фаворитах точно не окажешься. Долов я читаю лучше Манду, ну, не намного. Тоже инструментал интенсивный и очень прикольный. Но все-таки, опять же, не мое. Да, песня хорошая, но не такая уж и цепляющая. Сусус Нузус. Отлично. Классная песня в формате Earthbound. Как я уже говорил, партии хорошие и инструментал. Инструментал здесь просто сказочный. Мне нравится Турбуленс. Этот глупый инструментал, глупые партии. Ну, все под Red Mongoose. Это наоборот, плюс песни. Ну, прикольно, классная, отличная песня. Neurotic. Отличная песня. Отличный серый. Партии тоже супер. Ну, самая слабая песня вообще в неделе серого. Думаю, со мной все согласятся. Сусус Тогус. Отличная песня. Неплохой инструментал. Правда, козу иногда раздражает. Но все-таки неплохо. Переделанные партии довольно хороши. Ashes. Довольно крутая песня. Инструментал очень-очень хороший. Партии неплохие. Правда, в местах песни иногда скучновато, но все-таки. Вообще, я считаю неделю Маруна, то есть Бордового, недооцененной неделей. Ладно. Претендер. Прикольно слушать, прикольно смотреть. Обе ароматики хороши, выделяются. Инструментал тоже очень хороший. В общем, отличная песня. Greatest Plan. Это начало с вертолетом, ну, просто шикарное. Хроматика Чарльза, она прекрасна. Это настолько хорошо сделано. Инструментал бомбический. В общем, отличная песня и слегка не дотянула до, скажем так, бенгеров. То есть одни из лучших. Отличная песня. Мне она нравится, но не так уж сильно, как следующие. Сусус Могус. Классика, что сказать. Отличный инструментал, отличные партии, все на высоте. И вот с этой песней мы уже добрались до, скажем так, предпоследнего уровня. То есть до песен, от которых я без ума. Эта песня, если что, включительно. И вот с них я уже начинаю вставлять свои любимые моменты и, скажем так, подзадерживаться. Мотив достаточно простой, но настолько классный. И когда включается звук саботажа, ну, это прелестно. Это настолько классно. Столько изменений потерпела эта песня, и все в лучшую сторону. Отлично, супер, классно. Саусус Могус. Отличная песня. Инструментал, ну, он здесь шикарный. А хроматика повара в виде трубы, тромбона, я без понятия, какой это инструмент. Ну, прелестно, очень классно. Все партии хороши, отличные. Сама же песня подходит к обстановке, то есть очень гармонично все. Это прекрасно. Мне нравится эта песня.
Саботаж. Прекрасно, обалденно, просто очень хорошо все сделано. Партии отличные. Дуэт здесь есть дуэт. Правда, так как у Красного не такая уж и длинная хроматика, ему длинные ноты не дают спеть. Но так суперски. Сам звук Саботажа очень подходит к песне, как ни удивительно. Инструментал очень хороший. Оверсайд. Хоть Белый и является моим любимым персонажем, но его песня не самая лучшая. Она классная, она отличная, она суперская. Инструментал прям подчеркивает Белого, то, что он, ну, такой крутой, такой богатый. Неважно. Что сказать. Отличная песня, отличный инструментал, отличные партии, все здесь хорошо. Heartbeat. Я умильнулся, когда услышал голос Розовой. Он настолько приятный, и этот инструментал, как же он очаровательный. Просто шикарно, очень мило, очень классно. Да, визуальные эффекты есть, но они в оценку не идут, я просто их выделяю. Да, и в принципе все. Реактор. Господи, почему я продолжаю произносить такие названия с таким акцентом идиотским? Что по самому реактору? Песня отличная, мне она нравится. И да, там есть спам, и я люблю противоречить самому себе, и поэтому здесь он мне нравится. Хотя я готов сказать то, что здесь рабочий спам. Что доказывает мой любимый момент. Но об этом не важно. Инструментал. Ну, интенсивно, все здесь есть, все для меня. Партии прекрасные. Ну, в общем, отлично. Супер. Армет. Эпичная песня, отличные хроматики у обоих. Я забыл их имена, но правой руки и какой-то там глава этого топота. Извините, мне было лень гуглить их имена. Инструментал, он здесь бомбический, он здесь интенсивный. Здесь есть электрогитара. В общем, все для меня, все отлично. Прекрасно. Delusion. Поначалу можно подумать, то, что песня будет мрачной какой-то. Но когда начинаешь слушать, оказывается,
она весьма заводная. Инструментал прикольный и очень классный. Партии очень хороши. Ну, прекрасно, это супер. Больше мне здесь нечего выделить. Все очень хорошо. Мелдаун. Очень хорошо сделано. Кажется, здесь все суперски. Если еще свой любимый момент, ну, это просто прекрасно. Инструментал. Инструментал здесь очень хороший. Хоть иногда пресноват в некоторых местах. А сам мотив, ну, мотив просто суперский. Даже в третьей версии он слушается очень хорошо. Либо даже во второй. Это прекрасно, это классно. Хроматика бойфренда, правда, слегка поменялась. Ну, ясное дело, из-за чего. А так, ну, просто суперски. Как же я обожаю эту песню. Просто кайф для ушей. Я обожаю Blackout. Я считаю Blackout'ом лучшей песней недели Серого. Очень непопулярное мнение. Большинство выбирает Delusion. Ну, хорошо, ладно. Это мое мнение, и мне нечего судиться. Инструментал, ну он здесь просто великолепный. Этот... Так он хорошо сделал. Это биты, это все. У меня слов нету. Я не могу слова подобрать. Партии очень хороши. Как же они прекрасны. Да, там есть инструментал, но он не такой уж большой. И он даже работающий. Все здесь офигенно. Даже пауза здесь не мешает. Defeat. Если сравнивать первую версию этой песни и вторую, то отличий практически не найти. Я имею в виду в плане партий. Но то, насколько инструментал изменили в версии второй, я имею в виду про песню, это так шикарно, это электрогитара, это... У меня нет слов, так все круто сделано. Плюс визуал, но в оценку не идет. Опять же. Ну и, конечно же, голос Черного. Знаете, голос Черного очень хороший. Прям суперский. Обожаю. Да и, в принципе, Бойфренда тоже отличная хроматика. Спам. Про спамные моменты, конечно, да. Здесь в этой песне очень много спама. Но он работающий. Хотя, ну, где-то с ним в местах переборщили. Но все-таки... О, обожаю это. Когда они вместе поют, это просто суперски. Да и в принципе все. Отличная песня. Обожаю эту. Да, конечно. В
флешбэк третьей версии, это, ну, сказать честно, она мне нравится, она красивая. Хоть голос черного меняется слегка, ну, все-таки круто. Мне очень нравится. Отличная песня. Уверен, что никто из вас не ожидал увидеть Lights Down на таком высоком месте. Я обожаю эту песню, она крутая, в ней есть интенсивность, начало бомбезное. Я считаю, получше, чем в Саботаже. Ну и когда Зеленый начинает петь, ну это прекрасно. Ну и конечно же, как же не выделить взрывной инструментал. Этот припев, ну как же он хорош. Это лучше Саботажа. Я так считаю, то, что Lights Down лучше Саботажа. Я знаю то, что у Саботажа полно поклонников. Даже вроде больше, чем у Lights Down. Ну ладно, пропустим это. Что сказать? По второму куплету, да, я уже делю на куплеты песни из FNF, то он прикольный, он классный. Так скажем, передышка такого прям обалденного припева. Ну и конечно же, опять. Как же я обожаю ее. Это так круто. Дальше будет только лучше, как вы это уже поняли. Но вроде бы все. Вроде я все выделил, что хотел сказать. Есть отличный припев, отличный инструментал, все супер. Обожаю. Магматик. Очередная недооцененная песня. Почему я считаю ее вот прям чуть ли не идеальной? Во-первых, мотив. Но он здесь прекрасен. Вот начальная партия здесь очень хороша. А когда идем дальше, то, как это можно не полюбить? Инструментал. Он здесь шикарный. Это электрогитара. Как же она красиво звучит. Я не понимаю, почему песни Маруна, Бордового, настолько недооценены. Вот я не понимаю этого. С Ashes могу согласиться. Она, довольно слабая по сравнению с другими. Магматик, она ж настолько крутая. А когда добираемся до припева, это просто кайф. А вот как раз и он обалденно. Может показаться на спам, но это не спам. Ладно. Что-то я устал говорить про спам. В общем, что я хочу сказать. У недели Бордова, обалденные песни. Почему-то их никто не замечает. Ладно, я понимаю, это все мое мнение. И мнение окружающих меня не должно интересовать. Все-таки, почему? Как это? Ладно, неважно. Что по песне, то песня хоть и коротенькая слегка, но очень крутая и бомбезная. Да, вот мой любимый момент как раз сейчас играет. Обалденная песня, обожаю ее. Наконец-то мы добрались до Варшифа. Voting time. Это сказка. Какая... 4 хроматика. Ладно, Джелкер подключается под конец песни, но все равно... партии... какие же ведь они гениальные. Они настолько хорошо сделаны, настолько грамотно. Я не могу сдерживать эмоции свои. Хоть я и малословный, но... попытаюсь что-то, выдать. Инструментал здесь очень шикарный и подходит как раз к песне. Очень интересно наблюдать за химией между Ред Монгусом и бойфрендом. И иногда с воякой. Вождем, может быть.
Я не определился до сих пор с переводом. А теперь поговорим о хроматике Варшифа. Она бесподобная, как же она хорошо сделана. Его голос просто замечательный. Мне он очень нравится. Да, хроматика Ред Монгуса тоже очень даже, я скажу, милая. Меня умиляет его хроматика. Ну, блин, обалденно. Джелкер, как раз он и подключился. Его хроматика красивая, мне нравится, обалденная. Ну, бойфренд, как всегда, все с ним в порядке. И как раз тот момент, где для 4 хроматики, ну это разве не прекрасно? Да, кто-то может и не согласиться, сказать, ну 4 хроматики, куда столько много? Ну, мне нравится, я обожаю. И момент для медленных партий, они красивые, мне очень сильно нравится. Вот, слушая несколько раз эту песню, можно представлять у себя в голове, как будто они, ну, на настоящем, на реальном языке разговаривают. Это очень интересно. Можно придумывать разные, скажем так, фразы для, ну, то есть лирику. Короче, не буду вас путать и просто скажу, лирика складывается в голове. И вот финальный момент, и он олицетворяет все голосование в оригинальной игре. Это очень прикольно сделано. Ну и, конечно же, песня заканчивается на крике Ред Монгуса. Отличная песня, обожаю просто. Боулинг Пойнт. О да, обожаю, как же я. Супер, прекрасно, обалденно. В последнее время я очень часто что-то слушаю эту песню. Раньше мне Магматик больше нравился. Но поменялось мое мнение. Да. Крик Бордова, конечно, не очень-то и отличим от обычной его хроматики. Ну, все-таки прикольное аудиоизменение, я так могу так сказать. Что сказать? Инструментал здесь суперский. Сами партии, ну, партии просто замечательные. Здесь есть интенсивность, в общем, все для меня. Обожаю. Правда, иногда есть такие моменты в этой песне, которые, ну, слегка скучноваты. Ну, припев здесь обалденный, вот который сейчас играет. Ну, я надеюсь, что это припев. Просто иногда в некоторых песнях я могу и не отличать припев от какого-нибудь там куплета. Вот сейчас, например, партия, ну, достаточно слабоватая для предыдущих. Ну, она все равно неплохая. То есть, никак не ухудшает песню. Да, и вот этот минус покрывает тот плюс, который сейчас будет играть. Когда они дуэтом играют, ну это, блин, поют точнее. Это прекрасно, это обалденно. Ну и песня становится более интенсивной, более, скажем так, напряженной. И это круто, это обалденно. Обожаю эту песню. Ну, в принципе, я уже все прокомментировал, то, что хотел. Больше я ничего не могу сказать. Дальше там, да, будет еще нарастание, а потом внезапный конец. Прикольная песня, обожаю просто. Замечательно. Песня Danger. Припев. Все внимание на припев. Он идеальный. Он настолько легко запоминается. И он настолько отлично сделанный. Все в нем грамотно проработано. О боже. Я обожаю Danger. Это отличная песня. Хроматика черного отличная. Хроматика бойфренда, как всегда, на том же уровне. Все прекрасно. Но этот припев, ну, который дальше еще там будет, ну, просто великолепный. Он легкий, я повторяюсь, он легко запоминается, это главное, по сути главное.
Что сказать? Нарастание идет, и черный открывает рот. Это, ну, визуально отлично сделано. А по OST тоже супер. Прикольно. И вот сейчас он будет играть. Прекрасно. Та-там. Вот это так легко запоминается и так заедается в голове. Это гениально. Он легко придуманный, но это настолько гениально сделано. Я просто... У меня слов нету. Все, у меня слов нету. Да, дальше идет партия с двойными стрелками, и она достаточно неплохая. Как будто фристайл. Вот, вспомнил. Кстати, я про фристайл вообще не говорил. То есть, когда там румкод, либо дриппи-поп. Что-то я отвлекся от темы, да? Ой, я идиот. В общем, я обожаю Danger. Она гениально сделана. Припев. В общем, он идеальный. Все. Больше мне нечего сказать. Отличная, идеальная песня. Все. И напоследок скажу, как же я рад, то, что они в конце добавили тот самый припев. Pink Wave. О, просто супер! Розовая. Ее голос, ну, просто великолепный. Бойфренд все так же, он прекрасен. И инструментал здесь просто великолепный. Также партии надо не забывать выделять. Они тоже очень хорошо сделаны. Вот мне нравится, как вы уже поняли, я обожаю Pink Wave. Он, скажем так, хоть он и достаточно не так уж легко запоминается, как, например, Danger, но все равно это настолько суперская песня. Она прям энергичная, под нее аж хочется танцевать. Ну, скорее всего, на вас посмотрят как на идиота. Ну, я так считаю. Да. Я обожаю. Я просто обожаю. Очень обидно, конечно, то, что многие люди не воспринимают песни ФНФ всерьез. По крайней мере, у меня знакомый не воспринимает все всерьез, эту игру. Ладно, не будем о личном. Просто прекрасно. Хоть припева я такового не выделил, ну, то есть я думаю, то, что припев это вот в самом начале, который играет. Но все равно все прекрасно. И вот сейчас будет, ну, просто сногсшибательная партия. Если, конечно, у вас есть ноги. О, черный юмор, простите. Виктори. Обожаю. Она... Вот инструментальное начало. Но оно идеальное. Оно суперское. Обожаю. Я слышу много комментариев про эту песню. То, что она типа переоценена. А вот у меня наоборот. Из-за того, что я слышу то, что многие люди говорят, то, что она переоценена, она наоборот для меня недооценена. Ладно. Это довольно смешно выглядит. Так, что сказать? Часть с вождем. Она шикарная, она прекрасная. Это прям просто суперски. Голос его также на высоте. И именно в этой песне он раскрывает весь свой потенциал. Но это потом. Это я сейчас не про эту часть говорю. Просто прекрасно. Дальше часть с Джелкером, и она прекрасна. Она также прекрасна. Сколько тавтология. Боже. Да, на моем канале, конечно, дофигища будет тавтология. Ладно, не буду унывать. Ну, она прекрасна. Какая же ведь эта песня все-таки веселая. Эта песня передает всю атмосферу победы. Если касаться в плане геймплея, то здесь проиграть никак нельзя. Это очень прикольная фишка этой песни. О, Джордж Сафси.
Ну, это прекрасно. Инструментал этот, ну, просто обалденно. Да, его хроматика, конечно, отличается, значительно отличается от Джокера и Варшифа. Ну, все-таки мне все равно. Мне нравится. Также, кстати, 4 хроматики в этой песне можно услышать. Ну, это суперски. Ну и, конечно же, финальный взрыв, он прекрасен. Ejected. Но я не мог не вставить начало, оно настолько эпичное. О, не хуже самой песни. Что насчет песни? Припев, который играл в самом начале, он прекрасен, он бесподобен. Ага, как же они улучшили. Инструментал. Вот не хватало в третьей версии чуть-чуть вот инструментальной части. Именно слегка ее улучшить. И они это сделали, они исправили. Они добавили такие инструменты, которые я не знаю их названия. Неважно. Это обалденно. Хроматика зеленого импостера, она замечательная, она классная. Она отличаемая от других хроматик. То есть уже хроматика зеленым не схожа с красным, например. Медленные стрелки, замедленный, ну то есть притихнутый инструментал, пускай так будет. Прекрасно. Я вообще заметил то, что именно в импостерах я как-то более, скажем так, красноречиво даю оценки. То есть я не просто мямлю вот так. Я говорю, если посмотреть, например, на первое мое видео, то там вообще меня еле было слышно. Я не знаю, почему мое видео набрало 10 тысяч просмотров за неделю. Это нонсенс, чепуха. Обалденно, просто супер. Не знаю, почему в этом моде, ну, именно в этом видео я с большей выразительностью говорю, чем, например, с Марио Мэдисом, хотя я его считаю лучшим модом. Ну, ладно, это не важно. Песня, она суперская, она классная, это кульминация, все. Ну и, конечно же... Дальше песня затихает и кончается на такой отличной ноте, на такой отличной, скажем так, отсылке. Но это прекрасно. Я не могу пропустить эту концовку, извините, но все-таки я потяну время. Это прекрасно, это классно. Я уже говорил, я обожаю кульминации. Это один из таких случаев. Просто шедеврально. Отличная композиция. Даблкилл. Это просто взрыв мозга. Когда белый начинает петь, ну это прекрасно. Черный. В общем, что сказать. Начало отличное, начало классное. Прям и ты чувствуешь, что что-то должно-то произойти. Хроматика белого, она хороша. И так же, как и у черного. Но все-таки будут моменты, когда черный будет затмевать белого.
Это, ну, не об этом сейчас. Вот, припев. Припев сравним с Денджером. Я без шуток говорю. Он мне даже чем-то на классические эти композиции напоминает. Вот, напоминает, говорю, напоминает чем-то классику. Знаю, сравнение не очень. Это идея. Вот как раз сейчас они дуэтом поют. И, ну, Белого еле слышно, но все-таки можно распознать. Но это сложно. Ну ладно, все равно этой песни не мешает стоять среди моих фаворитов. Просто прекрасно. Про инструментал. Он классный, он идеальный. Знает, где затихнуть, где наоборот, скажем так, взорваться можно. Ну, я без понятия, как это комментировать. Вот как раз, например, он притихает, когда Белый поет референс Overside. Очень прикольно. В этом моменте даже можно услышать, как Черный бесится, я так понял. Это прикольно слушать. Ну и соло бойфренда. Он перепевает Манда, и это довольно неплохо. Ну, то есть, прикольно, но слегка затянуто. Прям слегка. Песня, кстати, одна из самых больших в этом моде. Либо вообще самая большая. И ее не скучно слушать. Она реально... в ней есть передышки, есть классные интенсивные моменты. Припев идеальный. Ой, даже гениальный, я скажу. Он также просто запоминается. Ну, по крайней мере, для меня это было просто. Мне очень нравятся дуэты, хотя Белого иногда вот прям не слышно из-за хроматики Черного. Но все равно это очень классно. И тем более еще инструментал, скажем так, начинает прям долбить. Очень прикольно, очень классно. Мне вот здесь вот самое главное в Double Kill это припев. Я не устану говорить слово припев. Дальше финальная часть пошла. И она, ну вот, неплохая. Мне нравится. Это прям чувствуешь, как будто все уже устали, но все равно продолжается эта схватка, наверное. И я не очень-то понимаю вообще, когда дело доходит до финального припева, то почему-то и Черный, и Белый поют, но их не слышно. Поют именно вместе с бойфрендом. Вот этого прикола я не понял. В OST это не услышишь, но по визуалу как-то странно это выглядит. Спам Черного, он прекрасен. Мне нравится этот его взрыв. Ну и вот, финальный припев. Да, их и правда не было слышно. Я еще и сомневался. Дальше партия Черного, и она, ну, не такая уж и плохая. То есть дело доходит до дефита, ну, я скажу так, среднячок. То есть она не так уж и гениально сделана. Отличная песня, обожаю. Хоть она и длинная, но не скучная, как я тоже говорил. Если песни длинные, то главное их сделать не скучными. И у Double Kill это получилось. Отлично, супер. Identity Crisis. Инструментальное начало очень многообещающее. Прям так ты чувствуешь, что скоро будет схватка с боссом. Ну, это прекрасно. Это начало такое красивое. Когда два бойфренда, ну точнее Монотон в облике бойфренда начинает петь, ну эта партия, скажем, приличная. Очень прикольная. Ну и конечно же инструментал. Инструментал здесь просто шикарный. Этот хор,
эти инструменты, которые я опять не знаю их названия, просто суперские. Ну и, конечно же, слова монотона, но они эпичные. Мне они очень сильно нравятся. Дальше часть с красным. И она хороша. Она очень классная. Правда, никаких референсов нет, но это наоборот плюс даже песни, то, что она оригинальная. Да, как я уже говорил про задники, но у красного они не очень, просто цвет перекрасили и все. Промежуточная часть с монотоном, с длинными стрелками, она красивая, она замечательная. Инструментал, вот в Identity Crisis, а не Стой, подождите. Crysis вроде как правильно. Короче, пофиг, это после видео. Короче, отлично, красиво. В Identity Crisis инструментал здесь. Инструментал выводит эту песню. Часть с зеленым, она великолепна. Как же это... Вот эти партии, они очень красиво сделаны. Особенно вот это вот длинное. Это замечательно. Это очень классно. Дальше длинная инструментальная пауза. И да, минус этой песни, она длинная, но есть очень долгие паузы. Например, как вот это вот. Для меня она красивая, но для многих, я так понял, она не очень-то и, скажем так, устраивает. О, опять возвращается монотон. И как же он красиво. Его хроматика замечательная. Да, чем-то напоминает черного, но все-таки отличимо. Кстати, про черного. Сейчас скоро начнется его партия, точнее часть, и, ну, это супер. Обалденно. Прям угрозу-то чувствуешь. Я не могу, у меня нет слов просто. Не, они точнее есть, но, блин, мало их, я малословный. Я это уже говорил. Повторяюсь, тавтология и все такое. Да. Просто бомбезно. Дальше опять монотон. И этот приглушенный его этот голос. Как же он хорош. Просто прекрасно. Дальше опять повторение припева. Это красиво. Прямо чувствую, что сейчас что-то произойдет. И в итоге что-то да и произойдет. Насчет финальной части, это сказка. Это круто. Когда он меняется, перевоплощается во всех, это замечательно. Жаль, конечно, то, что в троих, но все равно это очень круто. Кстати, как раз мы и приближаемся к финалу. Просто послушайте это. Это прекрасно. Дальше Бойфренд заканчивает красивую песню. Электрогитара прям так... прям так и горела. У меня нет слов просто. Отлично, прекрасная песня. Шедевр.
Финал. Песня, забравшая золото в этом моде. Это начало. Это инструментальное начало просто великолепное. Перевоплощение черного импостера. Как же это классно. Я так долго утаивал финал. И да, это было предсказуемо, то, что финал станет моим фаворитом. Но это по-настоящему скорее всего, одна из лучших песен во всем фандоме. Да, я про визуал не говорил. Задник он неплохой. Посмотрите на Хелдбар. Да, хоть раньше я не говорил, я про них вообще ничего не говорил. Но здесь он сделан так отлично, так красиво. Эта иконка черного анимированная, просто замечательно. Нарастание идет, просто прекрасно. И сам черный, и его спрайт, они так сочно выглядят, это очень красиво. Дальше нарастание, и это прекрасно. Вот сейчас как раз будет заглавный этот припев, и он сказочный, он волшебный. Да, в песнях есть полно неудобных моментов, которые, например, тройные стрелки, но все равно, слушая OST, это прекрасно. Дальше, хоть да, песня, она где-то 2:46 минут длится, но это хорошо, наоборот, она не скучная, ее не скучно слушать. Это прекрасно, она не пытается стать, например, еще одним Triple Trouble, либо All Stars. Я даже скажу, финал на том же уровне, как и All Stars. Ну и, конечно же, это сказочный момент. Ну теперь все. Я оценил все песни версии 4, и сказать честно, OST в местах где-то плох, но в основном он является одним из лучших. Этот мод стал причиной того, чтобы я вернулся обратно в этот творческий фандом. И импостерам я оставил особое место в своем сердце. Спасибо всем тем, кто работал над этим модом, ведь все они заслуживают похвалы, так как создали настолько легендарный мод. Хоть и не самый лучший, но топ-2 в моем топе он точно занимает. А теперь отложим свой сценарий и просто поговорим. Я обалдел от того, что так много времени ушло на разработку этого видео. Но я доволен своим результатом. Хоть и просмотров, может быть, тоже наберется так же, как и у Марио Мэднесса, 1,5, но я буду все равно рад, что я смог сделать это. Еще раз хочу сказать огромное спасибо Яне Туту, надеюсь, я правильно тебя прочитал, за то, что ты мне подал такую замечательную идею. И раз мы уж подошли к благодарностям, хочу выразить огромное спасибо такому ютуберу, который вдохновил меня снимать видео. Neo Studios. Этот человек, так же как и я, оценивает песни из ФНФ. И именно с его видео по импостерам я так с ним и познакомился. И вот благодаря нему я и завел этот канал. И Нео, если ты это смотришь, thank you very much. Да, хочу поговорить еще про свой английский. Я, конечно, кринжую с него. Как вам, Рактор, либо Сашибаши? Я не знаю, зачем я так говорил, но мне было лень просто все это вырезать. Ну и большое спасибо КГ за то, что я краду твои геймплеи. Ну и самое главное, поговорим о будущем своего канала. А именно регулярность. Я буду также стараться в воскресенье в 4 по московскому времени все выкладывать. Но вот я хочу один раз в неделю. А если проекты прям большие, то тогда, блин, у меня просто времени нету. Что я хочу сказать? Если в воскресенье я ничего постить не буду, то знайте то, что на следующее воскресенье переносится и так далее. И
пишите комментарий о том, какой мод вы хотели бы увидеть, либо лайкайте этот комментарий с этим модом, который вы бы хотели увидеть на итоговом голосовании. Просто так за Дастина обидно, много комментариев с просьбами его оценить, но ни одного лайка под ними нету. Это, конечно, обидно, но уже Инди Кросс. Да, уже есть два кандидата. Это Corruption мод и Инди Кросс. И, блин, ну настолько скучный выбор, это кошмар. Да, конечно, у меня дурацкая система голосования, но все-таки придется. Ну а там все. Можете писать свой топ песен из любой версии и с любым количеством песен. И следующее видео будет посвящено тому самому моду, который я называю все время темной лошадкой. Но из-за сокращения бюджета я назвать его имени не могу. Вот у меня для вас челлендж. Попробуйте угадать этот мод. Только не спамьте, тогда комментарий не будет засчитан. Если угадаете, то кроме как добавить вас в видео, я больше не смогу, к сожалению. Все, теперь точно. На этом все. И всем пока.